Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас посылка с сайта Banggood, а точнее говорящая лампа для маникюра с функцией Bluetooth. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Продавцом заявлено, что мощность теплового потока у данной лампы равна 99 Вт. Чуть позже разберемся с вами, что же это значит, ну и обязательно проверим эту лампу в деле. В принципе, продавец довольно хорошо упаковал посылку, но, как вы сами видите, коробочка кое-где деформировалась. Тем не менее, на содержимое этот факт никак не повлиял. Сама лампа и все, что к ней прилагается, пришло в целости и сохранности. Кстати, в качестве комплимента продавец в посылку положил также вот такой набор блестяшек, который состоит из 24 контейнеров, в которых, собственно, и находятся разные по цвету блестки. На мой взгляд, очень приятный комплимент. Ну а теперь давайте посмотрим на комплектацию с лампой. В коробке также находится небольшая инструкция по применению. И на самом деле, как оказалось, разобраться было абсолютно несложно, и вот эта вот инструкция, она особо и не нужна. Также в коробке находился провод с адаптером на 4 ампера и находился переходник. Но мне на самом деле он не понадобился, так как вилка у провода подходит к евро-розетке. Собственно, то, что мне и нужно. Ну а вот, собственно, и сама лампа. И скажу вам, она довольно внушительных размеров. Изначально на дисплее была защитная пленка, но снять ее оказалось не так-то и просто, поэтому я это сделала уже за кадром. Разъем для сетевого провода находится в задней части корпуса самой лампы, там же, где и находятся вентиляционные отверстия. Подключение лампы к сети сопровождается звуковым сигналом и довольно приятным женским голосом. The Bluetooth device is ready to pair. Ну вот, собственно, лампа готова к Bluetooth соединению. Но для начала давайте все-таки рассмотрим ее именно как лампу, что она из себя представляет. На панели видно 6 сенсорных кнопок и жидкокристаллический дисплей. 4 кнопки – это 4 различных запрограммированных таймер-режимов: 10 секунд, 30, 60 и 90 секунд. В режиме 90 секунд полимеризация материалов будет происходить с повышением мощности. Повышение мощности наблюдается на 30 секунде и на 50 секунде. Оставшиеся 2 кнопочки плюс и минус абсолютно никак не влияют на заданные режимы. Эти 2 кнопки, они предназначены исключительно для Bluetooth соединения. В режимах 10, 30 и 60 секунд дисплей отсчитывает секунды на убывание, а вот в режиме 90 секунд дисплей отсчитывает секунды с увеличением. Выбрав один из 4 заданных режимов, загораются светодиоды и, в принципе, можно начинать процесс полимеризации. При этом этот процесс не приостановится, если даже вынуть руку из лампы. Тем не менее, вы сами можете приостановить данный процесс, нажав на любую из 4 кнопок. Сенсорные датчики довольно чувствительные, но если у вас холодные ручки, то придется несколько раз потыкать на нужную вам кнопочку. Также в корпус лампы встроен датчик движения. Поместив руку в лампу, загорятся 42 светодиода. То есть с сенсорными кнопками можно не пользоваться. Поместив руку в лампу, сработает датчик движения и лампочки сами загорятся. При этом режим полимеризации будет составлять 99 секунд. Но в этом режиме процесс полимеризации может внезапно приостановиться, если вы либо ваш клиент случайно приподняли руку в лампе. У данной лампы съемное дно, но, к сожалению, у этой модели съемное дно держится не на магнитах, а на таких вот крючках. В принципе, крючки это, конечно, тоже неплохо, но вот знаете, для того, чтобы потом снова вставить дно лампы в корпус, да, приходится перевернуть лампу, попасть вот в эти пазы. Ну, в общем, если бы были бы магниты, было бы все намного проще и практичней.
Съемное дно у лампы выполнено из довольно качественного пластика. Да и в принципе вся лампа выполнена из хорошего пластика. И вот на вот этом самом съемном дне есть объемные направляющие для того, чтобы правильно размещать руку в лампе. В лампу светодиоды встроены таким образом, что мертвых зон нет. Соответственно, материал будет полимеризоваться со всех сторон. Но сама лампа довольно глубокая, соответственно, и руку нужно будет помещать глубоко в лампу. Как вы видите, в лампе довольно много вентиляционных отверстий, и это на самом деле очень хорошо, так как все-таки 42 LED светодиодные лампочки выдают довольно приличный тепловой поток. То есть, когда производитель указывает, что лампа 84 Ватта, они имеют в виду не мощность самой лампы, они имеют в виду мощность теплового потока всех встроенных светодиодов. При этом это максимальная мощность теплового потока у новой лампы, то есть по мере использования эта мощность будет уменьшаться. Соответственно, даже если у вас и горят все лампочки, это не означает, что мощности будет хватать для того, чтобы заполимеризовать хорошо пигментированный материал. Ну вот не знаю, нужен ли кому-то Bluetooth в лампе для маникюра, тем не менее тут он есть, и я покажу, как он работает. При включении функции Bluetooth на своем устройстве, в принципе, это устройство быстро находит лампу и довольно быстро все это дело между собой коннектится. Таким образом, клиент может прослушивать свой плейлист во время процедуры, ну, либо отвечать на звонки. Ну а кнопочками плюс и минус можно переключать композиции. Поначалу это все, конечно, довольно занимательно, но в процессе создания маникюра это все дело очень сильно отвлекает. Ну и отключая функцию Bluetooth на своем устройстве, вы прерываете коннект с лампой, и это уже становится просто маникюрная лампа. Ну а теперь давайте проверим данную лампу в деле. Есть у меня довольно пигментированный гель от компании Яяш белого цвета. Как мы с вами знаем, белый пигмент, он довольно плохо полимеризуется, а здесь он еще к тому же и очень хорошо пигментирован. В моей 48-ваттной гибридной лампе данный гель просыхает только если его выложить довольно тонким слоем. В данном случае я нанесу выравнивающий слой и буду полимеризовать в течение 3 минут. Это рекомендованное время для полимеризации от производителя. Ну и вот, собственно, как вы и сами сейчас можете видеть, верхний слой хорошо заполимеризовался, но внутри материал не просох. Собственно, точно такой же слой у меня заполимеризовался и в моей 48-ваттной гибридной лампе. Другие камуфлирующие базы, гели, полигели эта лампа отлично полимеризует. Просто этот гель еще пока что не заполимеризовала ни одна лампа. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!